Вы слышали голос одного и того же человека, чье пение уже покорило почти весь мир. Почти, потому что в России его имя пока что мало кому известно. Все, больше не буду интриговать, сейчас все увидите сами. Кто же он, этот загадочный артист, покоривший мир, артист, чей голос невозможно повторить? Восточные люди немного сдержаны, мне кажется. Но в Китае его слушали так, и даже так, в слезах. Первое же выступление Димаша Кудайбергенова на китайском шоу всего лишь за сутки посмотрела 10-я часть планеты. Теперь он на расхват. Шереметьево, певца из Казахстана, встречает его московский фан-клуб. Эксперт тут каждый. Ну, у него, по-моему, 5 октав. Нет, не 5, 6. Рабочих 6. Почти 6, не Нет. хватает. Не-не-не, уже давно 6. По моему мнению, это не столь важный факт. Скромничает. Его диапазон от баритона до самых высоких нот сопрано. Как не поверить такую гармонию алгеброй? Вот может ли Димаш разбить бокал голосом? Это нереально, ребята. Это реально. Но фокус, конечно же, не в вокальных данных. Все решает физика. Главное подобрать частоту порезонансней. Господи! А ведь и правда, разобьет стекло и выскочит. Наверное, пытка, когда рядом фальшивит, для человека с абсолютным слухом. Так он каждый день распевает каждый полутон своего голоса. На «и» вот легко вибрировать в резонаторах. Это он про рот, нос, лобные пазухи. Неужели секрет у него в голове? А может, разгадка ниже, в гортани, где у Димаша феноменальные голосовые связки. Они у него способны смыкаться так же плотно и аккуратно, как в метро двери поезда. Этот принцип поймет любой дачник. Удивительно, но пение на высоких тонах чем-то напоминает полив грядок из шланга. Уменьшаем срез этого воздушного потока, то а силу не меняем, то значит его эффективность увеличивается в разы. А теперь более сложный опыт. Уверяют, что он позволит буквально увидеть голос. Это труба Рубенса. Она из стали по всей длине, едва заметное отверстие. А отсюда подается газ, и его нужно поджечь. Но как все это устройство поможет показать, как выглядит голос? Неужели такое возможно? Мы подключаем колонку с другой стороны трубы. Получается, с одной стороны газ, с другой стороны звук. Звуковые волны выталкивают из трубы газ. Вот Димаш поет на низких, выбрасывает языки пламени. А вот что происходит на высоких. Огонь просто замирает и впадает в какую-то дрожь. Можно и так сказать. Я никогда не думал, что мой голос будет иметь какое-то отношение к огню. И кто его знает, сколько всего у этого 24-летнего парня еще впереди. Может, добьется таких высот, что женщины от его голоса будут испытывать оргазм. А может, кто-то даже уже? Бывают такие голоса, от которых, конечно, оргазменные разрядки испытывает небольшая часть женщин. Но вот состояние сексуального возбуждения, иногда острого, такие случаи достаточно часто. А еще научно доказано, когда человек слушает песню, его голосовые связки начинают повторять за певцом. Именно поэтому и хочется подпевать. Не верите? А почему бы не провести эксперимент в прямом эфире? Прямо сейчас. И действительно, прямо сейчас Димаш впервые в прямом эфире центрального телевидения. Посмотри не в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень
очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки, не молчи, позови, если любви не больно, я прошу, уступи, мои чувства не моя проза, иногда во сне приходи, забери, не ищи другого. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. В разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Это действительно было потрясающе. Спасибо огромное. Димаш Кудайбергенов и Игорь Крутой, чья песня сейчас не прозвучала. Скажи, вот после того, что ты сейчас проделывал своим голосом, ты говорить вообще можешь? Всем большое спасибо. Конечно, Можешь. конечно. Игорь Яковлевич, скажите, пожалуйста, ну, пора ведь ему на российскую эстраду подвигать уже локтями этих наших мастодонтов. Ну, двигать никогда не надо никого, но я думаю, сегодняшний день войдет в историю жизни Димаша тем, что он завоюет российскую публику. Ты готов к этому? Если учитывать то, что
у меня такой наставник, то думаю, что будет хорошо все. Все, я желаю вам успехов. Спасибо огромное, что заглянул к нам, прилетел специально.